Это было бы чудом. Медведева могла выступать за Армению, если б не сменила фамилию. Фигуристка отказалась быть Бабасян и взяла девичью фамилию бабушки. Женя долгое время скрывала свое происхождение. Не секрет, что за иностранные сборные выступает много российских фигуристов. Наши ребята неизменно славятся своим мастерством, поэтому предложение о переходах в другие федерации – обычное явление. Однако случай со столь известной спортсменкой, как Евгения Медведева, рядовым не назовешь. Двукратная чемпионка мира вполне могла кататься за родину своего отца, Армению, и все это время оставаться там первым номером сборной. А еще выходить на лед под другой фамилией, Бабасян. К счастью, этого не произошло. Женя несколько лет успешно выступала за Россию, собрав солидный урожай наград и титулов. И весь мир знает ее именно как Медведеву. Но прошлое аукается ей до сих пор. В раннем детстве Евгения носила армянскую фамилию. Досталась она ей от родного отца Армана Бабасяна, имя которого лишь кратко упоминается в биографии фигуристки. С мамой Жени он познакомился, когда работал на студии «Союзмультфильм», но через несколько лет после рождения дочери они расстались. Тем не менее им удалось сохранить хорошее отношение и продолжить общаться. В фигурное катание Женя пришла как раз под фамилией Бабасян. Тренировалась она в школе фигурного катания при стадионе юных пионеров, затем в ЦСКА, а в 2007 году попала к Этери Тутберидзе. Именно у Этери она выросла в настоящую звезду и прославилась на весь мир. Но уже не как Евгения Бабасян, а как Евгения Медведева. А все потому, что до начала серьезной спортивной карьеры взяла себе девичью фамилию бабушки по материнской линии. Это было так давно, что даже другие тренеры в группе Тутберидзе не догадывались об армянских корнях своей подопечной. Так, успевший поработать с маленькой Женей Вазген Азраян лишь к концу их сотрудничества узнал, что ее папа из Армении. Мы с ней проработали целый сезон, и я все это время не знал, что у нее отец армянин. Узнал это уже к концу сезона, в течение которого я видел, что Женя – большая трудяга, при этом очень позитивный, открытый человек, с которым приятно иметь дело. И уже на тот момент работы я понимал, что у нас растет большая чемпионка, рассказывал Вазген Азраян. Однако не нужно искать никаких теорий заговора в смене фамилии Жени. Ее отец был в курсе и против этого не выступал. Более того, считал, что дочь с мамой поступили правильно. Дело в том, что смена фамилии произошла исключительно с моего согласия, и на тот момент это решение было правильным. Искать какие-то причины или жуткие истории бессмысленно. Их просто нет, уверял Бабасян в интервью. Но есть в этой истории и белые пятна. Я Армановна, значит, у меня французское отчество. Так уж вышло, что на заре своей популярности Евгения скрывала свое армянское происхождение, ссылаясь на французские корни. Может быть, она таким образом шутила. С чувством юмора у девушки всегда все было в порядке. В 2016 году Медведева устроила онлайн-общение со своими поклонниками и заодно приоткрыла им тайну своей принадлежности к французам. Моя фамилия Медведева. Где вы слышали, что у меня была фамилия Бабасян? Я только Медведева, национальность у меня русская и родом я из Москвы. Все. Отчество? У меня очень красивое отчество Армановна. Арман – это французское имя. Я Армановна, значит, у меня французское отчество, говорила Евгения. Впрочем, Женя была подростком. А еще могла реально не знать, что ее папа из Армении, и думать, что он француз. Все бывает. Когда же спортсменка повзрослела, то открыто рассказала о своем армянском происхождении. После Олимпийских игр она призналась, что имеет армянскую кровь, но в культурном плане полностью русская. В конце концов, она всю жизнь провела в Москве, и ее дом – это Россия. Кровь никто не переливал, у меня отец армянин, но с армянской культурой я не так близко знакома. Не приходилось кататься под армянскую музыку, армянская кухня не совсем мне по вкусу. Я больше русский человек, произнесла Медведева на пресс-конференции.
Так что фамилия Медведевой ей максимально подходит и отражает ее русскую душу. К сожалению, уход от Бабасян до сих пор аукается девушке. Доходит уже совсем до смешного. Появилось заявление, что Женю не позвали из-за этого в сборную Армении. Даже если бы она захотела, это было бы чудом. Невероятная история с изначальной фамилией Евгения всплыла, пока она благополучно каталась в шоу «Тутберидзе чемпионы на льду». Якобы из-за того, что она перестала быть Бабасян, ее не позвали в сборную Армении. Такой вариант дальнейшей карьеры ей предлагал в прошлом спортивный агент Ариза Карян. И ведь опасения о переходе фигуристки в другую сборную реально существовали. Как раз после Олимпиады в Пхенчхане. Вот только в Армении вовсе не отказывались приглашать Женю из-за смены фамилии. Просто никто не мог поверить, что ее переход в принципе возможен. Птица слишком высокого полета, о которой можно лишь мечтать. Информация о том, что наша федерация не хотела приглашать Евгению Медведеву из-за фамилии, абсолютная ложь. Вижу, что она разлетелась по всем сайтам, но такого разговора никогда не было. То, что она поменяла фамилию, нас вообще не касается. Никто не имеет права вмешиваться в это решение. Да, когда-то Ариза Карян высказывал идею. Может быть, пригласить Евгению в сборную Армении, но это предложение так никогда официально и не озвучивалось, никаких просьб о переходе, естественно, не было. Даже если бы она захотела, это было бы чудом, никто этого не ждал. Мы очень любим Медведеву, вся наша страна. Мы даже пригласили ее вместе с мамой на этап юниорского гран-при в сентябре, чтобы ее все могли увидеть воочию, рассказала президент Федерации фигурного катания Армении Мелания Степанян. Переход Жени в армянскую сборную, если и был возможен, то лишь до ее крупных побед. Или точнее, при их отсутствии. Она могла, например, пойти по пути своего одногруппника, грузинского фигуриста Мориса Квитилашвили. Как и Женя, он родился и вырос в Москве, но в свое время решил выступать за Грузию, так как особых достижений в условиях российской конкуренции не имел. И это у парней. У девочек все намного жестче. Пробиться на главные старты даже до эпохи четверных было крайне сложно. Но Женя смогла и несколько лет удерживала лидерство. Причин менять сборную у нее не было. Да и после Пхенчхана это не имело смысла. Как бы ее отпустили и кто бы потом поддерживал? Вряд ли под армянским флагом Медведева или Бабасян завоевала бы бронзу на чемпионате мира в Сайтаме. И Брайан Орсер бы ничем не помог. Таким титулованным фигуристам переходы, увы, не прощают. А Евгения к тому же всегда очень любила Россию. Не зря в 2018 году она отчаянно боролась за допуск наших спортсменов на Олимпиаду, выступала с речью и в итоге добилась, чтобы те игры, пусть не для всех, но все же состоялись. Единственное, на что пошла Женя, это переезд в Канаду для тренировок у Брайана Орсера. Исключительно для продления своей карьеры, которая так радовала болельщиков. А переход в Армению – сказки. Евгения Бабасян могла бы очень долго соревноваться, но это не принесло бы ей той популярности и славы, которой сегодня обладает Евгения Медведева.